Всем здравствуйте! Сегодня хочу предложить вашему вниманию вот такую модель пинеток. Эти пинеточки вяжутся сверху, вяжется манжет, затем вяжем мысочек. После вывязывания мысочка переходим к вязанию подошвы. Подошва здесь получается без шва. Шов есть, конечно, в задней части пинетки. Вот он. Смотрится вот так. Кого заинтересовала такая модель пинеток, давайте приступим к вязанию. Но прежде чем вязать, я хочу вам наглядно показать, как толщина пряжи влияет на размер пинеток. Смотрите, эти две пары пинеток связаны разной пряжей. Вот в этой модели пряжа потоньше взята, а в этой толще пряжи. И смотрите, какая разница. Хотя количество петель набранных и количество рядов связано одинаково у них. И даже спицы номер я не меняла. Одинаковый, что в этой модели, что в этой модели. А размер оказывается совсем другой. Вот в этих пинетках, там где потоньше пряжа, 9 сантиметров подошва. А в этих пинеточках почти вот 11. Здесь немножко у меня макет маловат для этого размера. Ну, 11 сантиметров подошва, видите? Какая разница? Так что это, пожалуйста, тоже учтите, когда будете вязать пинетки. А теперь давайте приступим к вязанию. Набираем на спицы 37 петель. Классическим способом набираем петли. Продолжаем набирать нужное количество петель. Набрали 37 петель. При этом оставила хвостик немножко длиннее. Будем затем сшивать пинетку. Теперь нам надо провязать платочной вязкой. Значит, платочная вязка — это у нас и лицевые, и изнаночная сторона вяжутся лицевыми петлями. Довязываем ряд до конца. В конце ряда кромочную петлю буду провязывать лицевой петлей. И так нам надо будет провязать манжет пинетки платочной вязкой. Так, в сантиметрах это получается 6,5 сантиметров. Продолжаем вязание, а затем продолжим вместе. Провязали манжет платочной вязкой. Это у нас изнаночная сторона работы. 6,5 сантиметров провязано у нас. Если считать ряды, то это 32 ряда у нас провязано. Посчитаем давайте изнаночные дорожки, сколько у нас провязано. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Мы посчитали и дорожку наборного ряда. И поэтому у нас получилось 17 изнаночных дорожек. Теперь будем менять нить на другой цвет. Вязать будем лицевые петли. Весь ряд до конца провязываем лицевыми петлями. Кромочную в конце ряда провязываем также лицевой петлей. Вяжем ряд до конца. Повернули вязание. В изнаночном ряду мы все петли провяжем изнаночными. Продолжаем вязание до конца ряда. В конце ряда кромочную провязываем лицевой петлей. Лицевая сторона работы. Теперь нам надо вязание разделить на 3 части. Вместе с кромочной петлей нам надо провязать 18 лицевых петель. Кромочную снимаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Одеваем маркер, делаем накид, провязываем одну лицевую петлю, делаем снова накид и отделяем их маркером. Далее у нас должно быть также вместе с кромочной 18 петель. Провязываем их лицевыми петлями. Провязываем до конца ряд. Повернули вязание, изнаночная сторона работы. В изнаночном ряду надо все петли и накиды провязать изнаночной петлей. Довязываем петли до маркера. Так, есть. Маркер перебрасываем. Накид провязываем изнаночной петлей. Провязали. Еще одна у нас здесь изнаночная петля. Накид также провязали второй изнаночной петлей. Маркер перебросили. И дальше до конца ряда вяжем изнаночные петли. Повернули вязание. Лицевая сторона работы. Здесь мы будем провязывать лицевые петли до маркера вяжем. Провяжите, пожалуйста, самостоятельно. Теперь, перебросив маркер, сделали накид. Здесь в центре петли у нас уже добавились. Вяжем 3 лицевые петли. Снова накид, маркер перебросили и далее вяжем лицевые петли. Довязываем ряд до конца. Повернули вязание, изнаночная сторона работы, и мы ее будем провязывать точно так, как вязали второй ряд. То есть все петли и накиды провязываем изнаночной петлей. Кромочная в конце ряда провязывается лицевой петлей. Вяжем.
Лицевая сторона работы. Кромочную снимаем, вяжем лицевые петли, вяжем до маркера. Довязав до маркера, перебрасываем его, делаем накид. Здесь в центральной части у нас уже снова добавились петли. 1, 2, 3, 4, 5 петель. Лицевых провязали. Сделали накид. Дальше у нас идут лицевые петли. Довязываем ряд до конца. Изнаночный ряд вяжем все петли изнаночные. Точно так же провязываем, как второй ряд. Только в центральной части у нас там добавилось количество петель, стало больше. Довязываем ряд до конца. Повернули вязание, это у нас лицевая сторона работы. Вяжем лицевые петли до маркера. Кромочную снимаем и вяжем лицевые петли. Продолжайте вязать. Перебросив маркер, делаем накид. Здесь у нас снова добавились петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель уже у нас в центре. Делаем снова накид, второй, и вяжем лицевые петли до конца ряда. Провязываем. Изнаночный ряд провязываем все петли изнаночные, кроме кромочную. Кромочную провязываем лицевой петлей. Повернули вязание, лицевая сторона работы. Снова провязываем лицевые петли до маркера. Вяжем петелечки до маркера. Перебрасываем маркер, делаем накид. Вяжем лицевые петли в центральной части. Их у нас уже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 лицевых петель здесь. Делаем накид. И дальше вяжем лицевые петли. Продолжаем так до конца ряда вязать. Изнаночная сторона работы. И этот ряд мы также провязываем, как второй ряд. Все петли вяжем изнаночные, накиды также провязываем изнаночными. Повернули вязание. Это у нас лицевая сторона работы. Кромочную снимаем, вяжем лицевые петли, вяжем их до маркера. Довязав до маркера, в центральной части у нас получается должно быть 11 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 петель. Значит, мы с вами сделали, каждый раз мы делали по 2 накида. И повторяли мы это 5 раз. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5. 5 раз мы повторяли, провязывали по 2 накида в каждом лицевом ряду. Теперь провяжем, где маркер потеряла.
вяжем 5 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5 изнаночных провязали. Делаем 1 накид, вяжем 1 лицевую петлю, снова делаем 1 накид и вяжем 5 изнаночных петель. Провязали. Вот так мы распределили петли в центре. Дальше у нас идут лицевые петли. Здесь у нас получается без изменения, как было в начале, количество петель вместе с кромочной 18 с одной и со второй стороны. Так они у нас и продолжают идти по всему вязанию. Не меняется количество. Меняется только в центральной части. Провязываем лицевые петли до конца ряда. Повернули. Изнаночная сторона работы. Здесь вяжем изнаночные петли до маркера. Продолжаем вязать до маркера изнаночные петли. Довязав до маркера 5 петель, вяжем изнаночными петлями. Накид провязываем изнаночной петлей. 1 лицевую провязываем изнаночной петлей. Накид снова вяжем изнаночной. Далее у нас идут 5 изнаночных петель. И смотрите, центральную часть пинетки мы провязали все петли и накиды изнаночной петлей. Перебрасываем маркер. После маркера также вяжем изнаночные петли. Здесь у нас их 17 плюс 1 кромочная. И получается, что весь изнаночный ряд мы провязали изнаночными петлями. Довязываем ряд до конца. Повернули вязание, лицевая сторона работы у нас. Вяжем, кромочную снимаем. Продолжаем вязать лицевые петли, довязываем их до маркера. Провязав лицевые петли до маркера, перебрасываем маркер, вяжем 5 изнаночных петель, 1, 2, 3, 4, 5. Дальше делаем накид. Здесь у нас лицевые петли уже добавились. Получается, в предыдущем ряду у нас была 1, теперь у нас 3 лицевые петли. Делаем накид. Дальше 5 изнаночных петель. Перебрасываем маркер и дальше вяжем лицевые петли. Довязываем ряд. Повернули вязание. Это изнаночная сторона работы. И здесь все петли мы провязываем изнаночными петлями. В дальнейшем я не буду отвлекаться на эти ряды, чтобы не занимать ваше время. Будете провязывать их изнаночными петлями. В лицевом ряду также буду акцент делать на среднюю часть работы, так как боковые части с правой стороны и с левой стороны они вяжутся лицевыми петлями, и количество петель
у них не меняется, остается без изменения. Перебросили маркер. В центральной части идут первые 5 изнаночных петель, провязываем. Затем идет накид, лицевые петли 1, 2, 3, 4, 5, накид делаем и 5 изнаночных вяжем петель. Довязываем вторую боковую часть лицевыми петлями и вяжем изнаночную, довязываем петельки сюда лицевые и вяжем изнаночный ряд работы. И вяжем изнаночными петлями. Провязав изнаночный ряд работы, провязали боковую часть пинеточки и вяжем центральную. В центральной части 5 лицевых у нас идут первые. Ой, простите, пожалуйста. Вяжем 5 изнаночных петель. Провязали 5 изнаночных петель. Затем сделали накид. Вяжем лицевые. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 лицевых петель провязали, сделали накид и вяжем 5 изнаночных петель. Дальше лицевые петли идут. Лицевые петли и вяжем изнаночный ряд. Лицевая сторона работы. Средняя часть пинеточки вяжем 5 изнаночных петель, провязали 5. Теперь делаем накид. В центральной части пинетки лицевых петель, сейчас посчитаем, сколько надо провязать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 лицевых петель провязали, делаем накид, вяжем 5 изнаночных петель. Провязали. Перебрасываем маркер, вяжем лицевые петли до конца ряда. Довязываем петелечки. Кромочно-лицевой. Теперь поворачиваем на изнаночную сторону. И здесь мы будем вязать лицевые петли. Снимаем кромочную и вяжем все петли лицевые. Довязываем до маркера. Здесь также все петли провязываем лицевыми. Накид также провязали лицевой петлей. Довязываем так до конца ряда. Лицевая сторона работы. На этом вывязывание мысочка
окончена у нас. Больше никаких прибавлений делать мы не будем. Теперь нам надо еще провязать 5 рядов лицевыми петлями. Да, на спице в данный момент у нас 57 петель. Вяжем 5 рядов лицевыми петлями. У нас лицевая сторона работы. Провязали мы лицевые ряды. Всего получается провязано у нас 6 рядов. Лицевыми петлями было 1, 2, 3 изнаночные дорожки. Ну, в сантиметрах это, наверное, чуть больше сантиметра получится, так? Можем померить. Полтора сантиметра примерно провязано у нас. Вязание разделила на 3 части. С правой стороны и с левой стороны по 24 петли. В центре получается 9 петель. А всего на спице у нас 57 петель. Теперь мы будем вывязывать подошву пинетки. Вяжем лицевые петли. Вяжем так до маркера, там где мы пометили, разделили петли. Довязали до маркера. Теперь вяжем петли подошвы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 петель провязали. Теперь нам надо 9 петлю и 1 петлю из боковой части провязать 2 вместе изнаночной петлей. Убираем маркер, он нам уже не нужен. Вяжем 2 вместе изнаночной петлей. Поворачиваем вязание. Кромочную или первую даже петлю снимаем. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель вместе с кромочной, с первой петлей у нас здесь 8 петель. Теперь 9 петлю и 1 петлю из боковой части нам надо провязать 2 вместе лицевой петлей. Провязываем 2 вместе лицевой петлей. Поворачиваем вязание. Первую петлю снимаем. Далее вяжем лицевые 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель провязали. Теперь 1 петлю, что осталось, выделенная на подошву, да, надо провязать из боковой петлей 2 вместе изнаночной. Поворачиваем вязание. Изнаночная сторона работы. Снимаем первую петлю, вяжем лицевые петли. Две вместе лицевой петлей. Можно еще так провязать: снять, не провязывая петлю, затем провязать лицевой петлей
и непровязанную петлю перебросить через провязанную. Мы также провязали 2 вместе лицевой петлей. Так что здесь можно выбрать, каким вариантом вы будете провязывать 2 петли вместе. Итак, будем продолжать убавлять петли в такой последовательности, пока на боковых частях вот здесь у нас не останется 4 петли с правой стороны и 4 петли с левой стороны. С изнаночной стороны у нас будут получаться вот такие лицевые 2 косички, а с лицевой стороны у нас будут идти изнаночные такие дорожки. Вот так будет смотреться. Вот такие изнаночные дорожки будут. Продолжаем убавлять так подошву пинетки. А затем, когда будет по 4 петли на боковых частях, продолжим вязание вместе. На боковых частях пинетки у нас осталось по 4 петли. В центре у нас осталось 11 петель. Скажите, почему 11? Ведь на подошву мы оставляли 9 петель. Мы брали из боковых частей петельки, когда провязывали 2 вместе. И так получается, у нас с одной стороны добавилась 1 петелечка и со второй стороны добавилась 1 петля. И принимали участие в вывязывании подошвы пинетки 11 петель. Поэтому у нас здесь и осталось в центре 11 петель. Теперь будем убавлять подошву пинетки, делать сужение. Значит, снимаем первую петелечку, вяжем 1, 2, 3, 4, 5 петель провязали. Остается здесь, вот видите, у нас 3 петли. Теперь провяжем 2 вместе лицевой петлей. И 2 вместе провяжем изнаночной петлей. Провязали. Поворачиваем вязание. Снимаем 1 петлю. Вяжем 1, 2, 3, 4. Снова у нас остается 3 петли. Вяжем 2 вместе лицевой петлей. И здесь провяжем 2 вместе лицевой петлей. Провязали. Поворачиваем вязание. Первую петлю снимаем. Вяжем 1, 2, 3 провязали петли. Снова у нас 3 остается здесь петельки. Вяжем 2 вместе лицевой петлей и 2 вместе изнаночной петлей. Изнаночной петлей мы провязываем по лицевой стороне работы. Поворачиваем. Это у нас изнаночная сторона работы. Здесь у нас получились вот такие лицевые дорожки с изнаночной стороны. 1 вяжем петля, 2, остается снова 3 петли и провязываем их 2 вместе лицевой. И эти вяжем петелечки 2 вместе лицевой с изнаночной стороны.
Поворачиваем, сняли, 1 лицевая провязали, теперь вяжем 2 вместе лицевой, и 2 вместе изнаночной. Снимаем 1 петлю, вяжем 2 вместе лицевой, и снова вяжем 2 вместе лицевой петлей. Поворачиваем вязание. На спицах у нас осталось 5 петель. Одну снимаем, петелечку первую. Эти 3 петли мы провяжем 3 вместе изнаночной петлей. Провязали 3 вместе изнаночной. Поворачиваем вязание. У нас остается 3 петли. Я первую петлю разверну. Провяжем все 3 петли вместе лицевой петлей за заднюю стеночку. На этом вязание подошвы окончено. Да, и пинеточку в принципе уже связали. Отрезаем нить, оставляем хвостик для сшивания пинеточки. Здесь нам надо будет сшить. Затягиваем петельку. Теперь нам надо сшить пинетку. Сшивать пинетку я буду иглой. Сшивать буду вот за эти узелки с одной стороны и со второй стороны. И так буду подниматься вверх по пинетке. Голубую часть пинеточки буду сшивать снизу вверх, а белую часть пинеточки буду сшивать сверху вниз хвостиком, что мы оставляли в начале, когда набирали петли. А затем с изнаночной стороны все хвостики спрятать в вязание, чтобы не было их видно. Сшиваем пинеточку. Сшили пинетку, сделали в задней части шов. Вот такой он получается. Теперь надо сделать в нижней части, вот здесь пинеточки, вот такой бортик отделочный. Делать его будем крючком. Вязать мы будем, вот у нас здесь есть 3 такие изнаночные дорожки. И на средней дорожке будем вязать отделочный кант. Берем нить, одеваем крючок в петелечку
Вытягиваем петлю, делаем петлю подъема. Во время вывязывания этого канта хвостики можно спрятать сразу же, чтобы их не было видно. Вот смотрим, следующая, вот видите, такая петелечка. Вводим крючок, ложим нить, хвостик, вытягиваем петлю, прячем, вот видите, хвостик сюда и провязываем столбик без накида. Продолжаем. Столбик без накида. Если уже посчитали, что достаточно, нить можно эту в сторону увести, чтобы не мешала. И продолжаем вязать столбики без накида. Вяжем так по кругу, а здесь в конце соединим потом. Довязав кант пинеточки по кругу, так петелечку, ниточку вытащили. Соединять начало и конец вязания я буду с помощью иглы. Вот так иглу одеваю под петлю. И вот так иголочку ввожу через верх петелечки. И вот получается вот такое незаметное соединение. Хвостик теперь петли спрячу в столбике без накида в кант. Сделали декоративный кант отделочный. Теперь надо в манжет одеть шнурочек, протянуть шнурок, да. Сам шнурок я вязала крючком, просто состоит он из цепочки, делала. Вот так я вязала. Вот из такой цепочки связан весь шнурок. Вязала той длины, которая вам нужна. Длиной связана эта цепочка 45 сантиметров. Одевала цепочку вот так, крючок, и протягивала, вводила крючок манжет и протягивала так шнурочек. И так дальше. Продолжаем одевать, протягивать шнурок по всей длине. Вот такие пинетки получились. Вот так смотрятся они сбоку. Спасибо за просмотр.